Друзья, всем привет! Еще несколько недель назад вот эти вот орхидеи погибали в уценочном отделе магазина. Мы с вами их купили по 199 рублей, завели плейлист на нашем канале, который называется «Уцененные орхидеи. Возвращение к жизни». И проделываем с ними все необходимые процедуры, чтобы они у нас не только вернулись к жизни, но еще и роскошно, пышненько зацвели. Все процедуры, все видео с применением доступных, абсолютно доступных всем средств, препаратов, которые мы применяем от насекомых вредителей на этих орхидеях, от разлищных болезней грибково-бактериальных. Все эти средства можно посмотреть в видео, которые у нас в плейлисте. Еще раз повторюсь, плейлист называется «Уцененные орхидеи. Возвращение к жизни». И вот, друзья, 9 дней назад у нас уже была такая заключительная часть адаптации этих орхидей, когда мы с вами их пересадили. Да, я оставлю ссылочку на видео в верхнем правом углу, и можно будет посмотреть, как мы это сделали. Все очень тоже просто, доступно, а самое главное, надежно. И вот сегодня первый полив у нас. Я хочу вам показать первый полив, и не только первый полив, а еще и орхидеечку, которая, значит, одна из этих 5 орхидей, она в более худшем была состоянии по поводу корней. Ну, ее практически не было корней, когда мы ее зачистили. И мы ее посадили вот в такое вот классическое моховое гнездо. Вот сегодня немножечко небольшой обзор я покажу этой орхидеи. Ну, а в основном мы польем вот эти 4 орхидеи. Полив орхидеи, которую мы поставили на наращивание корней, это будет отдельное видео. Ну что, давайте польем. Кстати, полив — это первый полив в нашей ситуации с уцененными орхидеями. Это очень важный момент. Погнали! Так, друзья, но прежде чем поливать вот эти 4 орхидеи, я хочу вам провести небольшой обзорчик орхидеи, которую мы с вами посадили на наращивание корней. У нее еще мох влажноватый, и как поливать эту орхидею первый раз после того, как мы ее поместили в моховое вот это вот гнездо для наращивания корней, это тема отдельного видео. Но хочу вам сказать и показать уже первый, друзья, результат, который у нас есть. Это буквально несколько дней назад мы ее поместили на моховое гнездо. Подробнейшее прям видео у нас есть на канале. И тоже ссылочку в верхнем правом углу оставлю. Посмотрите, у нас появился корешок. Уже где-то, наверное, новенький, около сантиметра вылез. Вот там он виднеется, видите? Вон он, красавчик, этот листик лезет. В общем, у орхидеи наблюдается положительная динамика. Ну, ладно, отставляю ее в сторону. Так, друзья, а теперь продолжим с нашими 4 красотками. Но для начала давайте посмотрим, есть ли у нас какая-то динамика за эти 9 дней, которые мы прошли с момента пересадки этих орхидей. Ну, давайте начнем с какой? Ну, вот с первой, что ли, вот с этой вот, что у нас тут имеется. Ну, в общем, по внешнему виду, друзья, орхидеи вроде бы и ничего. Ну, есть небольшая потеря тургора, но это, друзья, не страшно. Это и понятно, столько процедур перенести за такой довольно-таки небольшой срок, это, друзья, конечно же, определенный стресс. Но орхидеи с этим стрессом справляются. И я даже вижу, у нас наметился, вот, смотрите, какая прелесть. Зеленеет корешок, кончик корешка. Кончик корешка. Это очень хорошо. Именно поэтому мы сегодня будем поливать эти орхидеи не методом подлива, как я уже рассказывал, что основная задача вот этой вот посадки, как можно больше облегчить уход за этими орхидеями. То есть смысл в том, что просто
когда наступает время подлива, просто налил на дно сюда водички, все быстренько из лейки там, и мох сделает с кокосовыми чипсами всю работу за вас. То есть он распределит это в течение нескольких часов, может быть суток, в отдельных случаях где-то 1,5-2 суток, но это нормально. Распределит всю воду, которую вы нальете в определенном количестве, да, по всему объему горшка. Вот. Ну, может быть, вверх он не снабдит. Ну, вот 2/3 как минимум. Этого, в принципе, достаточно для орхидей. Но в случае, когда мы только-только пересадили эту орхидею, у нее могут еще не работать корни, либо быть какие-то маленькие корни, только-только вылупившиеся от основания, либо еще не вылупившиеся, поэтому поливать первые, как минимум, наверное, 2, может быть, даже 3 раза придется замачиванием до момента, пока мы не увидим рост корней и сверху, либо корни, которые появятся вот новенькие здесь возле стеночек, чтобы уже наверняка быть уверенными, что пошел рост корней, и тогда можно просто уже подливать. Ну, вот такая вот, друзья, история. Так, это у нас первое, в стороночку убираем. Вот у нас особо мощно и сильно растет вот эта вот орхидея. Если вспомнить, значит, первый, когда мы потрошили эти орхидеи, то вот этот листик, он прям вообще там кончик был. Смотрите, как быстро и много вырос. О, у нас есть динамика определенная. Есть, вижу, светло-зеленые корешки. Это говорит о том, что это орхидея, ну, собственно, и сам листик, да, что орхидея пошла в рост. Это просто замечательно, замечательно. Вот, так, сверху у нас видно, не видно, ну, не видно, пока я не вижу на просвет. Так, третья орхидея, вот это вот. Вот эта орхидея, здесь тоже очень сильно видно растет листик. Орхидея, по всей вероятности, пока питательные вещества берет из листьев. Ага. Вот, у нас, видать, тоже динамика. Есть рост корешков. Это очень-очень хорошо. Кстати, по поводу полива. Значит, наличие конденсата не говорит о том, что орхидею не надо поливать. Значит, конденсат — это, друзья, точка росы. То есть внутри в горшке, видите, на обратной стороне уже сухо. То есть здесь сухое, прям все сухо. И, по всей вероятности, и мох уже сухой, он поскрипывает. А это точка росы. То есть вот на это вообще, друзья, обращать не стоит. Эти орхидеи у меня стоят на подоконнике. Вот впереди меня стоит, находится восточное окно, вот там, буквально в 1,5 метрах от этого подноса, и они стоят на подоконнике. Сейчас ночью у нас до 0, в помещении здесь от 20 до 25 градусов, ну 20 ночью, 25 днем, и вполне естественно образуется вот этот вот конденсат. Поэтому на него мы не обращаем, мы обращаем на грунт сам непосредственно и корни орхидеи, ну и на саму орхидею. Так, это у нас 4-я из 5 орхидей. Здесь у нас ничего такого особо я не наблюдаю, но в целом орхидея, значит, у нас здесь было один вот этот листик, видите, какой таким, ну как капюшончиком, что ли, он был обглодан трипсами. Вот, он там прям чуть-чуть торчал, миллиметра, наверное, 4. Вот он, смотрите, насколько вырос, и из него лезет новый листочек. Ну, понятно, вот этот вот, он уже какой-то такой вот, не знаю, будет ли он в целом еще расти. Вполне возможно, что и может и не расти. Но мы можем в одном из следующих видео вот этот вот пожеванный трипсами лист, вот здесь вот немножечко рассечь, облегчить путь вот этому листочку, который лезет, активно лезет. Ну, посмотрим, понаблюдаем. Ну, а теперь давайте, друзья, поливать. Начнем как раз-таки вот с нее и начнем. У меня подготовлена вода. Вот такая вот, это обычная фильтрованная вода комнатной температуры. И наливать я, друзья, буду
2/3 высоты посадки горшка. Потом все это солью. Вот таким вот макаром. Желательно пролить весь грунт по периметру, чтобы он смочился. Мы здесь не жалеем воду. Нам главное, чтобы корни намокли. Вот. Корни намокли. Сам по себе керамзит-то много воды не возьмет. Возьмет воду вот этот вот мох и возьмет воду непосредственно кокосовые чипсы. Подержу я всего где-то минут 10, этого будет достаточно, много держать не надо, здесь у нас коры нету, здесь моментально все. Почему 10 минут? Для того, чтобы именно корешки напитались, именно корешки немножко напитались. Это первый чистый полив, то есть мы первый полив после всех процедур, после пересадки, ничем не подкармливаем, ничего не делаем, мы просто делаем вот чистый свежий полив орхидеи, чтобы она попила. Так, следующее, прям легкое. Вот, проливаю грунт по периметру. Это для того, чтобы у основания было влажно. Чтобы основание и верх горшка был влажный, чтобы эта влага выманивала именно молоденькие корешочки. Вот когда они пойдут в рост, когда они немножко удлинятся, вот тогда можно будет уже просто подливать на дно, и чтобы мох уже втягивал эту воду. Вот так вот, друзья. Даже больше я наливаю, чем... Видите, прям уже вот сколько воды набрал. Даже, наверное, под основание поливаю. И в этом ничего страшного нет, друзья. Видели бы вы, да я думаю, что вы видели, как поливают орхидеи взрослые на фермах, в оранжереях европейских. Там прям обрызгивают со всех сторон, вода выпадает во все пазухи. И ничего, над этим никто особо не парится. Вот. Если это все дело происходит в первой половине дня, в помещении, скажем, температура в районе 20 градусов, а если уж еще есть какое-то движение воздуха в помещении, то ничего страшного не будет, все это испарится. У меня, по крайней мере, у орхидей все опрыскивания вот эти вот внекорневые по листу испаряется буквально, ну я не знаю, минут, наверное, ну за 20. Вот. Поэтому важно это делать, если опрыскивать сверху, именно в первой половине, чтобы было время. Потому что пока работают сами по себе корни, пока впитывается влага, потому что ночью уже, естественно, все это будет застаиваться и, конечно, может привести, если, ну, один раз не страшно, но если периодически это делать, может привести, вот он, видите, оголился корешочек, ох, как он лезет, ну, дадим ему попить, вот так вот, прям тоже побольше сюда нальем. Вот, все, 2 литра воды у меня ушло на 4 вот этих вот орхидеи. Куда еще мне подлить? Вот сюда еще, наверное, подолью. Все, друзья, вот 10 минут и воду сливаю. Да, конечно, первые поливы вот с поливом и со сливом вот из-за закрытой системы, а это именно закрытая сейчас система, конечно, есть определенные трудности в плане потом слить воду. Приходится как-то изловчаться, вот так вот придерживать грунт и сливать воду. Но это вот, я же говорю, первые там 2-3 раза, потом просто кайф, потом облегчение, кайф с поливом, вот, то есть ничего вообще не надо заморачиваться, они стоят на своих местах, просто подлил вниз, это с поливом, потом внекорневую обработку, обшикал по листьям, все, они стоят, то есть это настолько облегчает. Конечно, когда у вас одна там 10-20 орхидей, можно с каждой возиться индивидуально, там
достаточно много времени тратить. Но когда их у вас от жадности, как у меня, сотни, именно сотни, тогда приходится применять другие способы ухода за орхидеями, облегченные такие, знаете, для ленивых. В общем, друзья, вот такое вот сегодня видео. Еще раз говорю, через 10 минут, уже, наверное, меньше, я солью. Так, у нас тут летает какая-то мушка. Вот она. Друзья, не обязательно, что если летают какие-то мушки, то это трипсы или еще что-то. Вот мне в личку написали. Все, трипсы одолели. Друзья, мушки это могут быть просто те, кто живет вот тут в грунту и ищет место, где отложить яйца, где разлагающаяся органика попитаться. Это не обязательно сокососущие, бояться этого не стоит. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Ну и следим в плейлисте за историей этих орхидей уцененных, который называется «Уцененные орхидеи. Возвращение к жизни».